Following your dreams is never easy, really, because, you know, it's going to take work, and it's going to take dedication, and it's going to take focus, and it's going to take drive, but as long as you really love it, and you really want it, and you keep that laser focus, then nothing is impossible. Привет, мои хорошие! Как у вас дела? После просмотра «Эйфории», большинства фильмов в прошлом году, реклам на ютубе, я поняла, что стоит возобновить рубрику с питанием известных моделей и актрис. Кстати, оставляйте свой пальчик вверх, если хотите больше видео такого рода. И напишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Для сегодняшнего эксперимента я выбрала, пожалуй, самую востребованную актрису прошлого года — Зендею. Ее образ в целом ассоциируется у меня с чем-то жизнерадостным, положительным, целеустремленным, поэтому мне самой было интересно узнать больше информации о ее образе жизни, питании, тренировках и так далее. Приятного просмотра! Доброе утро! Начать этот прекрасный день я хотела бы с уходовых процедур. Перед этим я хочу вам просто зачитать одну цитату из ее интервью. Вопрос звучал так. Как стать красивой? Правила ответов нет, потому что у красоты нет определения. Если же вы сформулировали его для себя, то с возрастом оно будет меняться. Вы всегда будете чувствовать и понимать красоту по-разному, в свои 18, 22 или 30. Не торопитесь. В ежедневный уход за кожей у нас входит тонер и увлажняющий крем. Кстати, если вы не используете тонер в своей ежедневной рутине, я вам советую это поскорее исправлять, потому что именно тонер подготавливает нашу кожу к следующим средствам и усиливает их действие. И второй лайфхак от Зендеи – это бальзам для губ, который она также использует как хайлайтер. Та-дам! Немного зачесываем брови вверх. И, насколько я прочитала, из повседневного макияжа у нее только тушь. По данным в интернете, Зендея стала вегетарианкой в 9 лет. Однако она не веган, поэтому может есть молочные и другие продукты животного происхождения. В целом ее рацион состоит из большого количества углеводов. Несмотря на то, что Зендея обладает прекрасной фигурой, ее рацион не похож ни на одну диету модели и чем-то напоминает питание американского подростка. По ее словам, каждое утро ассистент пытается ее чем-то накормить, так как она не любит есть сразу после пробуждения. Исключение — это нутелла, блинчики и лесные ягоды, либо же хлопья с молоком. Ну и, конечно же, ключевой ингредиент — у меня почему-то такой завтрак ассоциируется, во-первых, с летом, а во-вторых, с детством. Но это безумно вкусно. И это еще одна причина, почему стоило попробовать питание Зендеи. Завтраку я ставлю 10 из 10, как минимум потому, что это было невероятно вкусно, а как максимум потому, что я люблю панкейки. После изучения питания Зендеи я поняла, что это просто идеальный пример разрушенных стереотипов. Мол, для стройной фигуры нужно питаться одними салатами и пить сельдереевый фреш. И это может быть показателем для каждой девушки, которая буквально застряла в кругу ограничений. Обеденное время Зендея проводит за работой и не раз признавалась, что во время рабочего процесса забывает о еде. Кстати, еще один факт: в ее рационе отсутствует кофе и энергетические напитки. Вместо них актриса пьет чай, сок или лимонад. У нас 3 часа дня, и на обед я должна была заказать себе японский суп рамен. Но я очень редко доверяю доставкам еды. Не знаю, почему мне всегда так везет, но негативного опыта намного больше. И сегодня в очередной раз я решила испытать судьбу и заказать себе этот суп. Вот это чудо мне приехало, я не хочу даже его открывать, оно просто ледяное. Поэтому в этом видео я также впервые сама приготовлю свой первый суп. В общем, я сидела, искала рецепты, оказалось, что их очень-очень много. Многие пишут, что вариаций рамена буквально столько же, сколько и поваров в Японии, поэтому я без понятия, что получится. Но давайте попробуем. Что ж, для начала нам потребуется 2 кастрюли. Одна для того, чтобы сварить яйца, а вторая для овощного бульона. Так как она вегетарианка, бульон я делала на основе овощей. И пока все это дело закипало, я пересматривала один из своих любимых фильмов Зендеи — «Дюну». Я сейчас пересматривала «Дюну», и каждый раз после просмотра я нахожусь в каком-то восторге. Но я просто не могу не отметить уровень графического дизайна в этом фильме. И мне кажется, что этот фильм — это прямое доказательство, что профессия графического дизайнера с каждым годом набирает все больше
больше и больше оборотов. По этому поводу я вспомнила про онлайн-школу дизайна Contented, про которую я уже не раз говорила, и знаю, что многие из вас уже учатся у ребят, что не может не радовать. Кстати, самым востребованным курсом у Contented в 2021 году стал графический дизайн с нуля до профессионального уровня. Именно его я и хочу посоветовать вам. Тут вы максимально погрузитесь в 5 основных аспектов дизайна: идентика, упаковка, веб-сайты, motion и 3D. То есть сможете получить все самые фундаментальные знания, чтобы стать не просто дизайнером, а настоящим профессионалом своего дела. Учеба в среднем занимает 4 часа в неделю с возможностью заморозить обучение, а по окончанию обучения у вас уже будет сформировано портфолио из 18 работ, что позволит быстро находить новых заказчиков. Ну и самое важное, для вас у меня есть приятная скидка по промокоду Локтионова в 45%. И мне кажется, что новый 2022 год — это прекрасная возможность, чтобы получать полезные знания для новой жизни. Так что обязательно загляните в описание и начните свой путь в дизайн вместе с Contented. После того, как бульон закипел, я вынимаю все овощи и на их место кладу лапшу, а овощи тем временем отправляются на сковороду с соевым соусом. В конце собираем наш суп по частям и заливаем бульоном. Собственно, обед Зиндеи готов. Он невероятно сытный. И если вы любите супы, то советую вам тоже его попробовать. Это было вкусно. Что касается тренировок. Лайфхак от Зиндеи, как приучить себя заниматься спортом. Несмотря на то, что она ненавидит зал, основной секрет эффективности ее тренировок – это сделать сам процесс веселым и увлекательным. Ее любимый вид активности – это танцы, и для этого не обязательно идти в какую-то студию, либо на профессиональные занятия. Просто включайте свою любимую музыку и начинаете активно двигаться. По ее словам, такие тренировки часто практиковали во время съемок Дюны. И второй вид тренировок, который я хотела бы вам сегодня показать – это силовые упражнения. Каждое упражнение задействует огромную группу мышц, поэтому самих упражнений небольшое количество, но они очень эффективны для занятий дома и не требуют никакого оборудования. Первое упражнение – это отжимания с колен. Это такой себе упрощенный вариант обычных отжиманий, который я выполняю 3 подхода по 14 раз. Второе упражнение – приседания. 3 подхода по 25 раз. Упражнение на верхний пресс. Здесь задействована только верхняя часть корпуса и выход в планку из положения стоя. 3 подхода по 15 раз. Завершаю тренировку планкой, в которой стою по принципу «насколько меня хватит». На ужин у нас будет рисовый салат. Сама по себе я очень редко ем рис, но я читала, что этот салат пользуется огромной популярностью у вегетарианцев. Так что давайте пробовать. Что у меня на голове? Для начала в холодной воде я варю заранее промытый рис и параллельно нарезаю брокколи, которые следом также отправляются вариться. В этом салате, в принципе, можно использовать любые овощи. Как дополнение я добавила авокадо и кукурузу. Такой ужин я оценила бы на 6, потому что я не фанат риса, и мне было бы намного вкуснее съесть просто овощи. Еще один факт, который я заметила: питание Зиндеи наполнено насыщенными блюдами. То есть чувство сытости не покидало меня 5, а то и 6 часов. У меня сейчас будет вечерний просмотр «Эйфории». Я во 2 сезоне посмотрела только 1 серию, и мне интересно, многие ли из вас тоже смотрят этот сериал. Так вышло. В целом, питание Зиндеи и ее отношение к фигуре – чудесный пример здорового восприятия своего тела и еды, без каких-либо крайностей и ограничений. В обществе это принято называть психологией мышления худого человека или интуитивным питанием. Под конец я лишь хочу сказать, что такие видео не создаются для того, чтобы сравнивать себя с кем-то, не равняться параметрами тела, либо внешними данными. Лично для меня это интересный опыт как и вкусовых ощущений, так и приготовления новых блюд, которые я обычно не готовлю. Но все, что было показано в этом видео, это не определение красоты, правильного образа жизни, либо привлекательности человека. Берегите себя и увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.